Да как это вообще возможно? 3 месяца он не может нормально тренироваться из-за травмы. Тем не менее, за год он зарабатывает на призовых более 380 тысяч долларов. Просто на гонках. И это еще не включая спонсорских контрактов. Без бонусов от федерации, чисто призовые. И это только за 2025 год. Это новозеландец Хайден Уайлд. Почему большинство профессионалов в триатлоне едва могут покрыть расходы на участие в соревнованиях в течение сезона? Сегодня я расскажу вам все о деньгах в триатлоне. От этапов Кубка мира до Олимпийских игр. Кто платит, кому и сколько. Меня зовут Николай Ярмоцик. Это канал On Your Mark Triathlon News. Канал о триатлоне, где мы разбираем спорт изнутри. Если вы новый зритель, подпишитесь, чтобы не пропустить самые интересные моменты из мира триатлона. А в этом выпуске попробуем разобраться во всей экосистеме денег в триатлоне. Олимпийская дистанция, эстафета, Ironman, Лига Т100. И в конце назову вам самых богатейших триатлетов в истории. Начнем с денег. В 2025 году профессиональный триатлон распределил в виде призовых рекордную сумму. И сразу оговоримся, мы будем говорить только о топ-уровне. И рассмотрим сегодня только мировую чемпионскую серию WTCS, Ironman, Ironman 73 и Лигу Т100. Этапы Кубка мира и Кубка Европы — это отдельная история и не самая приятная в качестве призовых. Вот вам показательный пример. На одном из этапов Кубка Европы 2026 года победитель получает 1000 евро. За 10 место 80 евро, не 1000, просто 80 евро. При том, что стартовый взнос на таких гонках стоит около 100 долларов. То есть, финишировав 10-м, атлет не отбивает даже взнос за участие. Комментарии излишни. Поэтому сегодня мы смотрим только туда, где деньги реально есть. И вот что интересно, еще год назад призовой фонд на топ-уровне был заметно скромнее. В 2024 году он вырос сразу на 29%. И это не случайность. Именно тогда появилось два новых формата, которые изменили всю финансовую картину в спорте. Лига Т100 от профессиональной триатлонной организации и Ironman Pro серия. Эти два проекта, они буквально переписали правила игры для профессионалов в нашем спорте. Важный нюанс. В цифры призовых не входят контрактные деньги, гонорары за участие и бонусы от национальных федераций. Мы говорим только о призовых. В реальности доходы топ-атлетов, конечно же, выше. Интересный факт. Несмотря на то, что в 2025 году деньги в спорте немного выросли, максимальный заработок одного атлета как бы упал. В 2024 году британка Кэт Мэтьюс заработала 549 тысяч долларов. В 2025 году лидер Хайден Уайлд 382 тысячи. Почему? Потому что этапы Ironman и Pro серии Т100 накладывались друг на друга и шли с разницей в несколько дней на разных континентах. Атлеты были вынуждены выбирать только один старт. Чаще всего, конечно, с более высокими призовыми. Лететь из Азии в Америку, чтобы сделать половинку, а через неделю бежать полный Iron, стало логически и физически сложно. World Triathlon Championship Series. Это олимпийская дистанция, 1,5 километра плавания, 40 километров велосипеда, 10 километров бега. Именно эти гонки определяют олимпийский рейтинг и чемпиона мира на короткой дистанции. Кстати, олимпийский рейтинг уже официально стартовал в этом году, и набор очков идет в копилку Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. В 2025 году WTCS проводила 8 этапов. Каждый этап призовой фонд 200 тысяч долларов. 100 на мужчин и 100 на женщин. Победитель отдельного этапа получает 19 тысяч долларов, второе место 12, третье 8. И здесь выплаты идут до 30 места, за которое участник получит 1000 долларов. На финальном старте сезона 330 тысяч долларов в призовом фонде. Победа стоит 30, второе место 20, третье 15. Выплаты до 40 места и минимум 1000 долларов. Есть чемпионский бонус в 70 тысяч долларов за победу в мировом рейтинге по итогам всех 8 этапов. 40 за второе место и 26 за третье. Выплаты до 35 места и минимум 1500 долларов. Важно отметить, стать чемпионом мира WTCS и выиграть финал. Это суммарно 100 тысяч.
Не астрономическая сумма для спортсмена, который тренируется годами с тренером, нутрициологом, физиотерапевтом, врачом и летает на гонки по всему миру. Итого на WTCS-серию в качестве призовых вложено 2 миллиона 330 тысяч долларов на мужчин и столько же на женщин. Это без призовых за эстафетные гонки и категорию андеров. А теперь небольшое сравнение с другими видами спорта. Победа на этапе WTCS, самой главной мировой серии по триатлону, 19 тысяч. Победа на рядовом этапе ATP World Tour по теннису от 150 до 300 тысяч. Победа на этапе PGA Tour по гольфу от 1 до 3 миллионов долларов. Выводы можно сделать самостоятельно. Что такое смешанная эстафета? Mixed Team Relay. Относительно молодой формат. На Олимпийских играх он впервые появился в Токио в 2021 году. 4 спортсмена, 2 мужчин, 2 женщины по очереди делают триатлон, суперспринт, 300 метров плавания, 7-8 километров велосипеда, около 2 километров бега. Скорость, зрелищность и командная борьба здесь главные показатели. Финансовый приз от Международного олимпийского комитета – 0. Но значимость для карьеры и спонсорских контрактов, конечно же, колоссальная. Эстафета на предыдущей Олимпиаде в Париже в 2024 году стала одним из самых драматичных финишей в истории триатлона. Лаура Линдеманн из Германии буквально вырвала золото у Бет Поттер из Великобритании в спринте. США взяли серебро. Германия за золото Олимпиады в эстафете заплатила по 20 тысяч евро каждому участнику команды. США за серебро по 22,5. Британия не заплатила вообще. Почему? Смотри дальше, расскажу все по порядку. На этапах WTCS смешанная эстафета также входит в программу. Чемпионы мира в эстафете получают 25 тысяч долларов. Сумма делится на 4 участников команды, то есть по 6,250 на спортсмена. И это абсолютно небольшие деньги за командный подвиг, который видят миллионы зрителей. И вот парадокс. Эстафета – самый зрелищный формат. Именно этот вид на Олимпийских играх собирает максимальную аудиторию. Но на этапах Кубка мира финансово атлеты получают меньше всего, потому что призовые делятся на 4. Олимпийский чемпион в эстафете зарабатывает на гонке 0 от МОК. Зато потом рекламные контракты, присутствие в медиа, узнаваемость. Именно так работает олимпийская экономика триатлона. То, что шокирует большинство людей за пределами спортивного мира, это что Международный олимпийский комитет не выплачивает призовых за медали. Буквально. Вообще. Традиционно Олимпийские игры позиционировались как любительские соревнования, и именно поэтому прямых призовых никогда-то и не было. Мировой легкой атлетике понадобилось до 2024 года, чтобы стать первой международной федерацией, решившей это изменить. В Париже на Олимпиаде в 2024 году золотые медалисты в легкой атлетике получили по 50 тысяч долларов от Международной федерации легкой атлетики. Мировой триатлон такого шага пока не сделал. За олимпийские медали страны платят сами. И разница здесь колоссальная. Сингапур за золото Олимпиады платит 788 тысяч, за серебро 394, бронза оценивается в 197 тысяч долларов. Гонконг недалеко от Сингапура, цифры практически те же. Италия, страна с достаточно развитой экономикой, но платит практически в 3 раза меньше от Гонконга, либо Сингапура. 213 за золото, 106 серебро, 71 тысяча за бронзу. Франция более чем в 2 раза меньше от Италии, 95 тысяч за золото, 47 серебро, бронза оценивается в 23 тысячи долларов. США. Мировая экономика. Золото 37,5 тысяч, серебро 22 500, бронзу оценили в 15 тысяч долларов. Германия за золото платит 35 тысяч, естественно эквивалент в евро, серебро 23, бронза 12 тысяч долларов. А сейчас внимание, Швеция, Норвегия, Великобритания, страны с самыми развитыми экономиками в Европе не платят за олимпийские медали вообще. Эти страны не предусматривают прямых государственных выплат за олимпийские медали. Тем не менее, именно они традиционно входят в число лидеров на Олимпийских играх. Модель строится на долгосрочном финансировании подготовки, развитии инфраструктуры и поддержки спортсменов на протяжении всей карьеры. Медаль здесь результат системы, а не разовой финансовой мотивации. Ну и скорее всего они имеют, конечно же, спонсорскую поддержку даже по окончании своей карьеры, либо пожизненную стипендию, что достаточно часто встречается во многих странах. Париж 2024 года. Женский триатлон выигрывает Кассандра Багран из
Франции. Мужской Алекс Yi из Великобритании. Сравним их реальный заработок от игр. Баграна 0 от МОК, 95 от Франции. И получил 0 от МОК и 0 от Великобритании. При этом Баграна на домашней Олимпиаде получила еще статус и национальной героини, долгосрочные спонсорские контракты. Ну, конечно, тут у обоих спортсменов финансовый эффект от Парижской Олимпиады многократно выше прямого бонуса. Небольшое сравнение. Международная федерация легкой атлетики платит $50 000 за золото на Олимпиаде с 2024 года. Виды спорта, как борьба и тяжелая атлетика, не платят напрямую. Теннис участники получают от частных турниров, но от МОК ничего. Триатлон – 0. Справедливо ли это? Ну, дебаты еще продолжаются. Кона, Гавайи. 4 километра плавания в океане, 180 километров на велосипеде в пустыне под 40-градусной жарой и встречным ветром, 42 километра марафонской дистанции. Это самая известная гонка по триатлону в мире. И она платит победителю $125 000. За второе место 65, за третье 45. Деньги распределяются до 15 места, и за него спортсмен получает 3000. Начиная с 16-го ты уходишь домой ни с чем, несмотря на то, что провел на гонке свыше 8 часов. Полный призовой фонд гонки $375 000 на мужчин и столько же на женщин, 750 суммарно. Важный контекст. Кона — это уникальная в истории гонка. Как отмечают эксперты, победа здесь может в реальности принести атлету от $500 000 до $1 миллиона. Когда учитываются спонсорские контракты, где они у многих топ-атлетов достаточно высокие. Чемпионат мира на 73 полу-айрон предлагает 75 000 победителю при общем призовом фонде около $500 000. За второе 45, за третье $30 000. Призовые тоже до 15 места, как и на полной дистанции. Ironman Pro серия — это уже новая эра. Общий призовой фонд составляет 4,2 миллиона, 2,5 миллиона призовые непосредственно на гонках, 1,7 миллиона бонусный пул по итогам сезона для топ-50 атлетов, плюс еще 1,8 миллиона на 40 гонках вне самой серии, просто на любых стартах Ironman, ну естественно в категории Pro. Итого свыше 6 миллионов для профессионалов за сезон. Бонусный пул победитель серии получает $200 000. За 10 место $10 000. Награждаются также 11, 15 места, 16 по 20, с 21 по 30, с 31 по 40, с 41 по 50. В 2025 году чемпион серии норвежец Кристиан Блюменфельд получил $200 000 только за победу в Про-серии, плюс несколько побед на иных гонках. Итого почти $370 000 за сезон. Система начисления очков жесткая. Победитель гонки Ironman получает 5000 очков, победитель 73 в 2 раза меньше, 2500 очков. Каждый следующий атлет теряет по 1 очку за каждую секунду отставания от победителя. Вы только вдумайтесь, борьба идет за каждую секунду. Это заставляет атлетов биться за секунды даже в середине пелотона. В зачет идут максимум 5 гонок, из которых не более 3 полные Ironman. Всего 14 событий было в 2025 году. 6 стартов Ironman и 8 стартов Ironman 73. Итак, что такое Т100? Это проект профессиональной триатлонной организации, запущенный в 2024 году. Дистанция 2 километра плавания, 80 километров велосипеда, 18 километров бега. Что-то среднее между олимпийкой и полу-айронмен. Главная инновация лиги — это гарантированные деньги для всех участников и огромный сезонный бонус. В 2025 году Т100 распределил более $5 миллионов среди профессиональных атлетов. Больше, чем любая другая организация в триатлоне. Всего 10 гонок в 2025 году. В текущем 26-м уже будет больше. Важно то, что серия Т100 платит первым 20 атлетам на любом старте. Победитель гонки получает $25 000, за 20 место 500. А по итогам сезона награждается также лучшая двадцатка, где победитель серии получает $200 000 бонус, а за 20 место $20 000 и отдельный бонусный пул на места от 21 до 60. То есть еще 40 человек итогового рейтинга получают призовые. И там за 21 место 16 тысяч, за 60 место 3 тысячи. Уже похоже на более-менее неплохую поддержку спортсменов, которые выступают в категории Pro. Лидеры 2025 года у женщин: Кейт Во из Великобритании, 339 тысяч только от Т100.
Она не пропустила ни одного подиума в 7 стартах и выиграла 3 гонки. Плюс 200 тысяч бонус за победу в серии. У мужчин Хайден Уайлд из Новой Зеландии 356 тысяч от Т100. Несмотря на травму, выиграл 7 гонок, завоевал титул чемпиона мира. Одна из главных историй 2025 триатлонного года. В сторону лиги Т100 есть и критика от мирового триатлонного сообщества. Вопрос в том, что Т100 не раскрывает размер контрактных выплат атлетам. Некоторые эксперты считают, что реальная зарплата топ-атлета включает скрытые гарантированные суммы сверх призовых. Это создает своего рода непрозрачность и неравенство между звездами и остальными. Но коммерческая составляющая старта в принципе понятна. Организаторам нужно сделать все, чтобы на старт приехали атлеты топ-уровня. А там и рекламные контракты, трансляции, ну и так далее. Итак, топ-5 триатлетов, заработавших больше всех за сезон 2025 года. У мужчин первое место новозеландец Хайден Уайлд, заработал 382 300 долларов. На втором месте Кристиан Блюменфельд, норвежец, 369,5 тысяч. Третье место Джилли Гинс, бельгиец, 328,5 тысяч долларов. На четвертом месте Каспер Сторнс, норвежец, 320,5 тысяч долларов. Пятое место Мика Нут из Германии, 262 500 долларов. У женщин первое место Кейт Во, Великобритания, 348 тысяч. Второе место Кейт Мэтьюс, тоже британка, 325 тысяч на счету. Третье место Сольвейк Левсет, норвежка, 323 250 долларов. Четвертое место Люси Чарльз Барклey, Великобритания, и 323 тысячи долларов. На пятом месте Жюли Деррон из Швейцарии с 285 тысячами долларов. На вопрос, кто из триатлонистов заработал больше всего за карьеру, это сложный вопрос, потому что исторических данных о карьерных заработках не существует в открытом доступе, но на основе многолетних money lists можно выделить следующих претендентов. Анни Хаук из Германии, чемпионка WTCS и победительница Коны, имела стабильные заработки более 15 лет. Флора Даффи, представительница Бермуд, олимпийская чемпионка Токио, многократная чемпионка WTCS, все свои призовые заработала только на олимпийской и спринтерской дистанции. Никаких Ironman. Кристиан Блюменфельд, норвежец, олимпийский чемпион Токио, плюс победитель сезона 2025 года про-серии. В активе более сотни стартов и более 50 финишировал на подиуме. Причем, выступая на Олимпийке, эти современные норвежские киборги также легко делают Ironman и параллельно на Олимпиаду еще отбираются. Сэм Лейдлоу, Франция, победитель Коны 2024 года. Атлет, доминирующий на длинной дистанции. На Олимпийке его вообще никто никогда не видел. Про Олимпиаду он не мечтает, а делает свое состояние, побеждая на Ironman и полужелезных дистанциях. Подытожим следующее. Призовые — это лишь часть дохода топ-триатлетов. Гонорары за участие у суперзвезд могут составлять десятки тысяч долларов за одну гонку. Спонсорские контракты с брендами типа Canyon, Cervelo, Quintana-Roo — сотни тысяч долларов. И это только велосипедные бренды. Триатлеты выступают в трисьютах, где расположены спонсорские логотипы, бегут в кроссовках от мировых компаний, производящих беговую обувь, плюс контракты с Т100 и Про-серией. Реальный доход лучших атлетов мира значительно выше официальных цифр. Сравнивая триатлон с другими, более денежными видами спорта, картина следующая. Теннис. ATP WTA Tour. Топ-заработок за сезон от 10 до 15 миллионов. Средний профи может получать от 300 до 500 тысяч долларов. Гольф PGA Tour. Топ-заработок за сезон 20 миллионов плюс. Средний профи может получать примерно от 1 миллиона. Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Заработок за сезон от 1 до 2 миллионов. Средний профи получает от 50 до 200 тысяч. Ну и в нашем триатлоне, если сложить все источники дохода, это призовые, спонсоры, топ-заработок за сезон будет примерно от 500 тысяч долларов до 1 миллиона. Средний профи может заработать от 30 до 80 тысяч долларов. Вывод очевиден. Триатлон – дорогой спорт для участия, но дешевле по доходам. Большинство профессионалов живут на грани рентабельности. Только топ-20-30 атлетов мирового рейтинга могут позволить себе комфортный профессиональный уровень. Большинство профессионалов зарабатывают меньше 10 тысяч долларов в год призовыми. И это до расходов на перелеты, снаряжение, тренеров и стартовые взносы. Конечно, здесь выручают и федерации, и спонсоры.
Триатлон — это страсть, которая стоит денег. Но для тех, кто прорывается наверх, типа Вальда, Блюменфельда, Лейдлоу, это реальный бизнес. И с появлением T100 и Pro серий этот бизнес впервые стал работать более-менее по-настоящему. Вот такой у нас сегодня получился выпуск. Постарались разобраться в запутанной системе призовых на топовых турнирах триатлона. Ясно одно, что стартов становится все больше, и триатлон набирает еще и большую популярность благодаря спонсорам с большими инвестициями и трансляциями по всему миру. Я бы сказал, это такая новая волна развития триатлона в мире, что не может не радовать. Если это видео было полезным, ставьте лайк. Это очень помогает каналу. Подписывайтесь, если еще не сделали это. Напишите в комментариях, как вы думаете, справедлива ли система призовых в триатлоне? И кто, по-вашему, самый недооцененный атлет по заработкам? Спасибо, что досмотрели до конца, и до новых встреч!